Затерянные города и цивилизации, следы прошлого под водой и в джунглях. Представьте себе, где-то под толщей воды или в глуши тропических джунглей скрываются города, которые когда-то были центрами цивилизаций. Места, где кипела жизнь, где создавались шедевры архитектуры, где люди смотрели на звезды и задавались вопросами о смысле бытия. Сегодня эти города – молчаливые свидетели прошлого, сохранившиеся благодаря природным катастрофам или забвению. В этом видео мы отправимся в путешествие по 5 удивительным местам: затонувшему Гераклеону в Египте, дворцу Клеопатры в Александрии, городам майя, Мачу-Пикчу инков и подводной Дварке в Индии. Каждое из этих мест – как капсула времени, хранящая тайны и уроки прошлого. Давайте разберемся, что делает эти открытия такими значимыми и почему они заставляют нас переосмысливать историю человечества. Начнем с Гераклеона, или, как его называли египтяне, Тониса. Этот город, обнаруженный в начале 2000-х годов французским археологом Франком Годио, буквально перевернул наше понимание древнеегипетской истории. Представьте себе порт, который был воротами Египта в Средиземное море за столетия до основания Александрии. Гераклеон был не просто торговым узлом, это был культурный и религиозный центр, где пересекались традиции Египта и Греции. Здесь стояли величественные храмы, посвященные богу Амону и его сыну Хонсу, а греки называли город в честь героя Геракла, что подчеркивает его значение в эллинистическом мире. Когда Годио и его команда начали подводные раскопки в заливе Абукир, они обнаружили нечто поразительное. Под слоем ила и песка скрывались статуи фараонов высотой до 5 метров, колонны с иероглифами, золотые монеты, ювелирные изделия и даже саркофаги с мумиями животных, жертвоприношения богам. Один из самых впечатляющих артефактов – гигантская стела с указом фараона Нектонеба I, которая подтвердила, что город был важным административным центром. Но почему Гераклеон оказался под водой? Долгое время считалось, что причиной стало повышение уровня моря, но геологические исследования показали другое. Город пал жертвой серии мощных землетрясений и последующих оползней в V-VI веках до нашей эры. Почва под Гераклеоном буквально съехала в море, унеся с собой храмы, дома и целую эпоху. Интересно, что Гераклеон часто сравнивают с Помпеями. Как и итальянский город, погребенный под пеплом Везувия, Гераклеон сохранился благодаря катастрофе. Ил и морская вода защитили артефакты от разрушения, подарив нам почти нетронутую картину жизни 2500 лет назад. Но есть и философский аспект. Гераклеон напоминает нам, как хрупки даже самые великие цивилизации. Один толчок земли, и мегаполис становится легендой. Теперь перенесемся в Александрию, город, который сменил Гераклеон на посту главного порта Египта. Александрия – это символ эллинистической эпохи, центр знаний, где находилась знаменитая библиотека и одно из 7 чудес света – Фаросский маяк. Но сегодня мы говорим о другой находке – подводных руинах дворца Клеопатры, последней царицы Египта. Да, той самой Клеопатры, чья жизнь окутана мифами, интригами и романами с Юлием Цезарем и Марком Антонием. В 1990-х годах команда Франка Годио, вдохновленная успехом в Гераклеоне, начала исследования в восточной гавани Александрии. Под водой они обнаружили остатки дворцового комплекса, где, вероятно, жила Клеопатра. Это не просто руины. Это целый затонувший квартал с колоннами, статуями, сфинксами и предметами быта. Среди находок – статуя жреца, держащего сосуд с изображением Осириса, и огромные гранитные блоки, которые, возможно, были частью Фаросского маяка. Представьте себе, вы ныряете в мутные воды и видите перед собой обломки одного из чудес света. Это как прикоснуться к легенде. Почему дворец оказался под водой? Как и в случае с Гераклеоном, виноваты землетрясения и оползни, которые в первых веках нашей эры изменили береговую линию Александрии. Но находки рассказывают нам не только о катастрофе, но и о жизни. Александрия была плавильным котлом культур. Египетские боги соседствовали с греческими философами, а римские купцы торговали с индийскими мореходами. Дворец Клеопатры был сердцем этого мира, местом, где принимались решения, определявшие судьбу империй. И все же, несмотря на ее политический гений, Клеопатра не смогла противостоять природе. Ее дворец, как и ее царство, ушел в историю. Интересный факт.
Некоторые ученые считают, что под водой может скрываться и гробница Клеопатры. Хотя пока ее не нашли, сама возможность будоражит воображение. Что, если где-то в Иле лежит саркофаг царицы, чья жизнь изменила ход истории? Это одна из тех загадок, которые делают подводную археологию такой захватывающей. Теперь покинем Средиземноморье и отправимся в джунгли Центральной Америки, где скрываются города цивилизации майя. Тикаль, Паленке, Капан – эти названия звучат как заклинание, и не зря. Майя создали одну из самых загадочных и развитых цивилизаций древнего мира. Их города, построенные в непроходимых лесах, поражают воображение. Пирамиды-храмы, возвышающиеся над кронами деревьев, дворцы с изящными арками, площади, где проводились ритуалы и игры в мяч, от которых зависела судьба игроков. Майя были не просто строителями. Они разработали одну из самых сложных письменностей в истории, которая до сих пор полностью не расшифрована. Их астрономические знания ошеломляют. Майя могли предсказывать солнечные и лунные затмения с точностью до минуты, а их календарь, основанный на наблюдениях за Венерой, был настолько точным, что современные ученые до сих пор спорят, как они этого добились без телескопов. В Тикале, например, найдены обсерватории, где жрецы следили за звездами, определяя время для посевов, войн и жертвоприношений. Но что стало с этой цивилизацией? К IX веку многие города майя были заброшены. Долгое время ученые винили войны или истощение почв, но недавние исследования, включая анализ отложений в большой голубой дыре у берегов Белиза, указывают на другую причину – засухи. Климатические изменения, продолжавшиеся десятилетиями, сделали земледелие невозможным. Без воды города опустели, а джунгли поглотили пирамиды. Это напоминает нам, как уязвимы даже самые развитые общества перед лицом природы. Однако майя не исчезли полностью. Их потомки живут и сегодня, сохраняя язык, традиции и гордость за своих предков. И все же заброшенные города в джунглях – это как предупреждение. Никакие достижения не гарантируют вечности. Теперь поднимемся в Анды, где на высоте 2400 метров над уровнем моря спрятан Мачу-Пикчу – жемчужина империи инков. Этот город, обнаруженный в 1911 году американцем Хайрамом Бингемом, до сих пор вызывает восхищение. Построенный в XV веке без использования колес, железных инструментов и даже раствора, Мачу-Пикчу демонстрирует невероятное мастерство инков. Камни, из которых сложены стены, подогнаны так точно, что между ними не проходит лезвие ножа. Как они это делали? Ученые до сих пор гадают. Возможно, инки использовали технику шлифовки камней друг от друга, но масштабы работы поражают. Мачу-Пикчу был не просто городом. Это был священный центр, возможно, резиденция императора Пачакутека. Здесь находится камень Интиуатана, который инки использовали как солнечные часы и астрономический инструмент. Их дороги, протянувшиеся на 40 тысяч километров через горы и джунгли, сравнимы с римскими, но инки строили в гармонии с природой, а не подчиняя ее. Их мосты из травы, перекинутые через пропасти, до сих пор используются местными жителями. Интересно сравнить инков с римлянами. Рим строил для покорения и контроля, его акведуки и дороги были символами власти. Инки же создавали инфраструктуру, которая сливалась с ландшафтом. Их философия была ближе к уважению земли, чем к ее эксплуатации. Но, как и майя, инки столкнулись с кризисом. В XVI веке испанские конкистадоры и эпидемии уничтожили империю, а Мачу-Пикчу был заброшен. Его спасло только то, что он остался неизвестен завоевателям, укрытый облаками и джунглями. И, наконец, отправимся в Индию, к берегам Аравийского моря, где под водой скрывается Дварка – город, связанный с богом Кришной. Согласно древним текстам, таким как Махабхарата, Дварка была богатым портом, построенным самим Кришной. Легенда гласит, что город затонул из-за морального упадка его жителей, что делает его похожим на мифическую Атлантиду. Долгое время Дварку считали вымыслом, но в 1980-х годах индийские археологи обнаружили под водой у побережья Гуджарата каменные структуры, якоря и керамику, датируемые вторым тысячелетием до нашей эры. Эти находки вызвали споры. Одни ученые считают, что это действительно Дварка, другие, что это просто древний порт. Но даже скептики признают, подводные руины свидетельствуют о развитой морской культуре, которая торговала с Месопотамией и Персией.
Интересно, что геологические данные указывают на повышение уровня моря в этом регионе, что могло стать причиной затопления. А может, как и в случае с Гераклионом, землетрясение сыграло свою роль. Пока мы не знаем наверняка, но Дварка остается одной из самых интригующих археологических загадок. Что объединяет все эти места? Гераклион, дворец Клеопатры, города Майя, Мачу-Пикчу и Дварка — это не просто руины. Это истории о том, как человечество стремилось к величию, создавало чудеса архитектуры и науки, но сталкивалось с силами, которые невозможно контролировать. Землетрясениями, засухами, наводнениями. Природные катастрофы, которые уничтожили эти цивилизации, одновременно сохранили их для нас, как капсулы времени. Они напоминают, что наша история — это не только триумфы, но и уроки. И вот вопрос, который я хочу оставить с вами. Что мы можем узнать от этих затерянных миров? Может быть, их судьба — это предупреждение о том, как важно жить в гармонии с природой? Или напоминание, что никакая империя не вечна? А может, это просто вдохновение, доказательство, что человеческий дух способен создавать невероятное даже в самых сложных условиях? Напишите в комментариях, что вы думаете, и давайте продолжим это путешествие в прошлое вместе. Подписывайтесь, если хотите больше историй о тайнах нашей планеты, и до встречи в следующем видео.